Пришли в магазин и опять забыли, что нужно купить? Ломаете голову на экзамене в надежде вспомнить хоть что-нибудь? Или может наконец решили выучить английский, но новые слова никак не лезут вам в голову? Расслабьтесь, вам просто нужно понять, как работает наша память. Возможно, вы знаете, что существует кратковременная и долговременная память. Представим первую в виде отдельных кирпичей, а вторую в виде готовой построенной стены. Что нужно, чтобы первая перешла во вторую? Правильно, связующее звено – цемент. Минутка физиологии. Когда информация поступает к нам в мозг, она превращается в нервный импульс, который циркулирует между нашими нервными клетками – нейронами. Проходя через клетку, импульс оставляет в ней свой след – белок памяти, тот самый цемент. Этот белок изменяет структуру нейрона, облегчая последующее проведение импульса. Если этот процесс повторяется раз за разом, то связи между нейронами становятся настолько прочными, что информация может храниться у нас в памяти десятилетиями. Это все очень интересно, но как мне использовать это на практике, спросите вы? Сейчас мы выделим несколько основных принципов, которые помогут вам запоминать качественнее и на более длительный срок. Для начала хорошенько проанализируйте новую информацию. Убедитесь, что она вам интересна, важна, и вы рассчитываете использовать ее в будущем. В противном случае воспоминания надолго не задержатся у вас в голове. Но как быть в ситуации, когда просто нужно выучить? Не интересно, не важно, а просто нужно. Например, при подготовке к экзамену. Во-первых, не откладывайте все на последний день. Во-вторых, меняйте обстановку. Одну тему вы учите в спальне, вторую в гостиной, а самую сложную, например, в парке. При этом старайтесь всегда находиться в хорошем настроении, ведь это также способствует успешному запоминанию. На экзамене вы гарантированно вспомните, что именно этот вопрос вы изучали сидя на набережной под лучами теплого весеннего солнца. Еще один метод – это интервальное повторение. Согласно кривой забывания, придуманной немецким психологом Эббингхаузом, мы забываем половину того, что выучили, уже через 20 минут. Повторите материал в день изучения, на 3-й и на 6-е сутки. Вернитесь к нему через месяц. Повторив еще раз, вы уже никогда не забудете эту информацию. Вернемся к ситуации в магазине. Как правило, мы запоминаем первые и последние элементы списка, забывая о тех, что находятся в середине. Наша кратковременная память вмещает всего 7 плюс-минус 2 единицы. Как запомнить список из 15-20 продуктов или иностранных слов? На помощь приходит ассоциативная память. Представьте батон, стоящий в цветочном горшке, или сосиску, лежащую в кровати и укрытую одеялом. Такие ассоциации, благодаря своей нестандартности и уникальности, позволяют запомнить длинную последовательность любых объектов. Например, вы хотите выучить английское слово dog – собака. Представьте эту собаку, лежащей на пляже в солнцезащитных очках. При этом на обеих линзах имеется надпись dog. Образ, сформированный таким методом, надолго останется в вашей памяти. И напоследок, если ваше физическое здоровье страдает, ни один из методов запоминания не даст своих плодов. Контролируйте режим сна, правильно питайтесь и поддерживайте хотя бы минимальный уровень физической активности. Берегите свою память, ведь это то, что делает нас с нами, соединяет прошлое с настоящим и то, что позволяет уверенно смотреть в будущее. Спасибо за внимание! Если вам понравился ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, Instagram и паблик ВКонтакте.